Buenas noches, amigos. Буэнос ночес, друзья, намасте, мираба. Это Олег на канале India Magic TV. В сегодняшнем видео будет встреча с Павлом, моим подписчиком из Украины, из Харькова, который сейчас живет в Европе и работает дальнобойщиком. Сначала о новостях. Особых новостей у нас здесь нет. Стало уже жарко, каждый день на улице за 30. В комнате у меня тоже 30, если не включать кондиционер. Миша пока еще не приехал, но мы ожидаем его появления со дня на день. Будет квест по встрече Миши в аэропорту Анталии. Были, конечно, очень интересные и знаменательные события в России. Я уже было запасся ящиком попкорна, но все закончилось так же внезапно, как и началось. И сейчас я пытаюсь утилизировать этот попкорн на просмотр американского сериала «Менталист». Весь интернет обсуждает, что же это было. Поскольку Миша должен приехать как раз с той территории, на которой, собственно, и происходили все эти события, то, что все так быстро закончилось, для нас к лучшему, потому что Миша, по крайней мере, сможет нормально доехать до Анталии. А в случае какого-то непредсказуемого развития событий, я думаю, что, возможно, было бы проблематично выбраться из России, по крайней мере, в ближайшие дни. Как мы знаем из восточной мудрости, все происходит именно так, как происходит. Как в той китайской пословице известной: «Сиди спокойно на берегу реки, и ты увидишь, как бла-бла-бла». Ну, я думаю, вы знаете, что там проплывет по реке. Да, я пока что не еду в любимую Индию, я сижу в Анталии, вот как раз этим я и занимаюсь. Спокойно сижу на берегу реки и жду на берегу реки времени. Что касается сериала «Менталист», который я смотрю, подсел я на него с подачи моего друга из Калифорнии, автора интересного канала «Тайна тайн» про учение Кастанеды. Недавно он меня спрашивает: а ты смотрел сериал «Менталист»? Я говорю: нет, не смотрел, даже и не знал, что есть такой сериал. Он говорит: я тебе завидую. Я говорю: почему? Ну, потому что ты будешь его смотреть сначала. Вот я и смотрю, там 7 сезонов по 23 серии. Кстати, вот это Павел. Познакомились сегодня. Павел из Украины. С какого города? Харьков. С Харькова. Ну, Харьковская область. Да. Вот, тоже есть YouTube канал, да? Как канал называется? Канал называется «Давай поехали». Давай поехали. Таким призывным названием «Давай поехали». Да. Ссылка будет в описании. Ну, ты же по всей Европе, можно сказать, проехался. Да, но было бы интересно. У меня много роликов. Вот Павел работает дальнобойщиком. Очень круто, я думаю. По Европе дальнобойщиком. Это столько контента, да, вообще? Вот, представляешь, сколько городов. Контента много, но я скажу, если взять по статистике, по аналитике вот просмотров, то больше смотрят Турцию, Египет, как бы, ну, то, что, так сказать, попсу туристическую. Турцию немного смотрят, просто она распылена, очень много снимают. Да, много людей, которые на этой теме, ну, то есть интересные обзоры отелей и тому такое. А вот обзор какой-то городка во Франции, ну, вот я снял видео, там просмотров вообще может быть, ну, вообще не видно, как бы, ну, люди не сильно. Олег же в Анталии живет уже. Я живу тут уже. С кошкой. Немного диких обезьян. Я живу с января 22 года. Да, это мой микс. Вот это называется микс, да? 35 лир стоит. Вот это блюдо. Куриный, это... А это суп другой. Чечевичный. Чечевичный, вот, да. Ну вот, друзья, такие блюда. У нас такой обед. Кому отдать печенку? Кто хочет? Не знаю. Саша, хочешь Ты печенку? можешь ее просто оставить. Я не хочу ее. Вообще мясное нет. Не, я ем, но просто как-то жарко. И... Ну хотя все равно продувается хорошо, с открытого пищевого. Да? Саша, будешь печенку? Печенку кинуть? Да не знаю, дай, Саня, у меня же тут курица есть. Да, еще будет У меня вот печенка. курица есть. Я кусочек съем. Все, Сенька, А то он на одной чечевице будет сидеть. Ну, как бы, да, это такая еда. Музыкальное это училище. Как-то, ну, это, короче, не знаю.
не влился или не знаю. Короче, лень было учиться. Вот и всё. Я тоже отдал, но правда не в училище, я в музыкальную школу в школьные годы ходил по классу фортепиано 5 лет занимался, 2 года не доходил. Все бросил, потому что тогда у нас создалась своя джаз-банда тоже в нашем там местном доме культуры. И мы начали играть настоящую музыку. У меня же вот эта вот вся классическая тема. У меня почему-то на зарубежной музыке Ну да, они преподают так, что тебе не интересно. от Моцарта почему-то голова у меня болела. Вот я помню такое. Есть же там Беркли. Вот если бы ты в Беркли попал, тебе было бы интересно. Кстати, знакомая у меня одна, вот эта вот, с которой мы немножко играли, она вообще захотела в консерваторию Барселоны подать заявку. Можно по интернету сейчас поступить в консерваторию онлайн, да. Тамам это хорошо, значит. Тамам, это хорошо. Все по-честному. Тут вообще. У нас такие цены тут, да. Не, нормально. Я вчера на пляже ел 200 лир отдал. 200 лир? За одну Так это ты пиццу, ел блядь. в туристической зоне. Вот цены. Находится заведение на улице, какая-то улица. Ну, это называется... В общем, называется вот так. Я не знаток турецкого, ну... Наверное, это вот эта улица, вот смотри. Номер 9. Номер 9, да. Наверное, вот это вот. Здесь же улицы просто по номерам. Надо знать формулу. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Который был здесь, он оказался здесь. И по одному квадратику, это прикинь, сколько этих квадратиков. Ну, короче, минут 50 уходит. Ну, Да. в принципе, формулы те же, что для обычного, да, только... Все сводится к сборке потом как 3 на 3. То есть сначала собираешь вот эти слои, а потом уже остается как будто бы это кубик 3 на 3. Любой кубик, какой бы он ни был, там 11, 17, есть же вообще вот такие вот там. Как они их крутят, я не знаю. Вот, поэтому просто магазин, где я работаю, получается, он там затарился этими кубиками, там 2 на 2, потом 3 на 3, короче, полностью весь модельный ряд. Короче, идем, из кустов выскакивает утка, ну селезень, и начинает долбить. Так самое главное, что нас с Олегом не трогает, а Сашу что-то Сейчас она и загнал. нас потрогает. Саша, ты тут что-то нашкодничал, Саша, можно еще слышишь? повторить? Я сейчас попробую пройти. Я больше не буду. Бля, Вот он идет пошел к тебе. атаковать именно его. Не, нормально? Это конкретный какой-то хозяин территории. Ты понял, да? Вот чем это объяснить? Так он не трогает нас, он чисто тебя, видишь, на тебя Я агрессирует. что, в смысле, это самое? Это какой-то этот, как его? А он Ну, и тебя тоже. Тут, наверное, у него где-то детки, наверное, маленькие. Ладно. Наверное, там, да, у тебя. Где-то детки, наверное. Вот они, вот они. Да, это мама. Вот они. Это же нормальное явление. Вон, смотри, они какие красавцы. Агрессивный селезень. Потому что... Ну они может... Ух ты, блин, сейчас что агрессивное. Слышишь, она хвостом может тебе Смотри, лупануть. да? Нифига себе она в натуре. Через Не, ну стекло, тут стекло да? такое, то у нее селенки не хватит. Ну так если бы по роже ляпнула сейчас хвостом. Прикинь, на пляж ты спускаешься по лестнице, да? Там вот такие бегают ящерицы. Ну, как на У камнях. нее салат стоит там недоеденный. И суп. Тебя что, не похмелили с утра? Что ты злой такой? Она реально на тебя придернулась, да? Ну да, ну хвостом выпанула. Я потому что заметил, как ты от нее так отдернулся. Хвостом она. Резкий такой удар, я хлёсткий. Вот, мне больше вот эти нравятся Ну, звери. это, да, это такая Да, тема кролики. нам поближе. Это не только цельный мир. А вот это что такое? Это попугаем, ну, как Да? вешается, да. Я прям сам хочу так сетку сидеть. О, видишь? Все, держи. Спасибо. На здоровье. О, my love. О, my love. Прикол, да? Смотри, какой-то интересный корм, да? Где? Это камешки вот эти. А, это камни. Корм. Я думал, это корм. Вот он корм. Это. Ну, это как для декора, видишь. Я понял. Я думаю, типа, как знаешь, эти леденцы сосательные. Или вот это. Это тоже, короче. Это, я Вон они. понял. Я понял. Разноцветные камешки. Мы, короче, как занырнули под воду.
Да, зачем тебе нырять? Вот пришел и снимай рыб. Да. Здесь акул вроде бы нету, хотя недавно слышал новость, что где-то в районе Анталии поймали акулу. Да? Маленькую? Так что Саня был... Помнится, висела реклама на ВДНХ, короче. Акулы там, бла-бла-бла. Я, правда, ни разу не был, но те, кто были, там они вот такие, знаешь, плавают. Ну, на Гоа тоже маленькие акулы, они там продают их. В Арамболе продают акул на рыбном рынке. То есть ты можешь поесть акулу просто. Купить себе, заказать. Тебе Ценные плавники. ее поджарят, эту акулу. 100-200 метров от огромной шумной улицы. Тут такая прям Типа песня называется... этническая атмосфера сразу. Подожди, а это не начало старого города, Олег? Не, старый город. Старый город вообще скорее, да? Это вот такой просто район здесь. Ну, это район Старой Анталии, да. Да. Здесь так когда-то было везде. Во всей Анталии вот была такая вот мостовая. По ней очень неудобно на велосипеде ездить. Ты вот так едешь. Ну, понятно, тряска постоянно. Да. Поэтому я только пешком здесь хожу. Такой Старый типа... дом. Да, видишь, какие там занавесочки висят, балкончик красивый деревянный. И это похоже на Гималаи. Вот в Гималаях такие Да, же. это вот как типа в этой деревне, как где ты жил, в Гималаях. Да. В Дарамсаль. Да, вот, типа, Очень похоже. Или может быть Европа какая-то, нет? ну, да есть, но тут просто, знаешь, восточная стилистика. Вот это вот, ну, чуть-чуть похоже, да. Европа схожа, знаешь, юг Европы, там, юг, да, примерно то. Он прикольно, да, смотри? И Парисы вот такие вот. Вот. Флаг Турции. Вот так вот смотришь, то есть сразу ты не поймешь, вот если Ну да. сфоткать, сказать, это юг. Друг. Черная пантера. Да ладно, мы же не обижаем На голову тебе прыгнет. Кеди. Ну, дворик, смотри какой. Хороший. Ну и домик у него такой. Ну он, да, он чуть-чуть отреставрирован, видишь, фасад уже обновлен. Все равно как интересно. Тут Блин, вот сколько раз мы тут ходили, первый раз я прям так... А мы с тобой ни разу здесь не ходили. Так. Ходили, да? Не. А, Ты просто видел видео, мы ходили с Володей здесь. да, да. Да ладно, мы проезжали на великах. На великах, может, проезжали. по-моему, Один раз. Вот домик прикольный здесь. Мы заходили тогда с Аллой, с Алексеем. Здесь бабулька жила, она такая, нам что-то говорила. Здесь она сидела, дверь была открыта, а там в глубине бабулька сидела. Чистила там какие-то овощи, что ли. Вот тут, наверное, может номер вообще стоит 2 рубля, да? Тут нет просто никакого номера. Номер. Не, ну может кто-то издает. Какой-нибудь галантерейщик Буанасье. Мираба. Да, да. Мираба. Ну, просто туристы в основном тут не ходят. Они не знают, что есть такое. Вот. Это Олег Очень аутентично. завел нас. Да. Да. Олег нас завел в такой запах. Где выход? Крыша какая-то. А как угодно. Вот. Да? Мираба. Марк Анталия. Сюда. Тесекюред. Такой Сушилочка. райончик попали. Интересный. Отличающийся от общего. И причем в самом центре города. Уже центральнее некуда. Нью-Йорк Бродвей. Да, тут дворики. Ну вот он и закончился, все. Да, все. Вон Марк Анталия. И вот что интересно, по всему этому райончику идет вот эта вот дорога. Только вот закончилась дорога, закончился район. Все, дальше асфальт. Да, все, он закончился. Этот район. Прикольно. Это старый район просто города. Не старый город, потому что старый город, он действительно старый там был. Ну да, Древний. я понял. Древний. Это другая локация. А это просто старый Анталия здесь так вот древний осталось. город. Просто А это островок, старый. который еще не снесли, не застроили Не застроили. никакими новостроями. Еще остаток прошлой эпохи. Да, И ценник, наверное, другой уже, не такой, как в прошлом году. Ты, я помню, 1000 рупий лир за 70 покупал, да, в прошлый раз? Интересно, сколько стоит? Фонтанчик завели. Все, лето, сезон, да. красота. Стукнуло. И вот эта шушера запела вся вот эта. Эти, как их,
Кузнечики, которые? Ну вот эти, как они, Цикады. Да. Потихонечку оживают. Видимо, у них критическая точка вот эта наступает, и они начинают щебетать. Всё Ну и готово? что, купил? Вот, я обновился, да. Круто. Саня обновился. Можно тут прям в этом фонтане не проверить. Да? Ну, они же для плавания. Побудем этими десантниками. Да. В фонтане. День ВДВ, типа? Ну да, типа день Я же ВДВ. работал на ВДНХ несколько лет в 10-м павильоне напротив фонтана «Дружба народов». Как только день это ВДВ, значит все там, в этом фонтане. Как только день пограничника, все погранцы в этом фонтане с флагами. Как только день ВМФ, все морпехи в этом фонтане с флагами. Музея там вон, на фотографии старой, как дервиши древние, суфи. Здесь такая гробница. Вот она. Олег, там акустика вообще. Это гробница. Как черт, знаешь, вот это. Реверберация. Да, вот там под верх. Лис. Гробница человека, которого звали Зинджир Киран Мехмед Бей. А, получается, мы здесь не выйдем. Мы здесь не выйдем. Не, нам только назад. Нам либо спускаться дальше в сам город. А мы лучше так обойдем и войдем там. Вон какие кондиционеры крутые здесь. В те времена, когда было здесь вот что-то было, кондиционеров не было. Как они охлаждались? А вон рыженькая кошка. Покупай Мороженое. Хочешь пирожное? Вон какой закат, смотри, красивый. Вон парень играет на гитаре. Что ты можешь сказать про турецких девушек? Провокационно. Ну интересно просто. Вот девушки прошли, я думаю, вообще тебе нравится. Как красивые в Турции девушки. Ты не заметил? Две девушки красивых. Я видел только двух, короче, вот таких ребят на мотиках. Один мне посигналил. Зачем он это сделал? Ну вот ты видел индийских девушек, видел шри-ланкийских девушек, турецких видел. Какие красивее девушки статистически? В Турции, в Индии или в Шри-Ланке, например? Я не такой этот, как тебе сказать, Казанова, блин. Все на самом деле такая ерунда. Ну тебе какие больше нравятся? Мне просто нравятся девушки. Потому что я парень, да? Это нормально. Ну где тебе больше девушки, чаще тебе падает взгляд и задерживается на них? В Турции, в Индии или в Шри-Ланке? Александр, Везде. обратите внимание. Везде. Везде, где бы я ни был, везде глаз падает. Все понятно. Вот я, пожалуй, я лучше сделаю вот так, чтобы глаз Не выпадал. не выпадал. Не выпадал. Кстати, Глаз вот, падает. вот в этом, вот в очках вообще классное небо. Как есть рассказывай. Ну вот так оно и было. Вот я и поехал в Питер. По приглашению твоей однокурсницы. Не по приглашению, а просто То есть она тебя поздравляла, Да. и да поздравляла. я думаю, что за нафиг, думаю, что за это? Думаю, ну ладно, надо съездить, да и узнать, что за такое вообще.
На самом деле все нормально. Оказалось, что это просто как, ну, этикет обычный, да? То есть, дескать, поздравляю с Новым годом, целую, бла-бла-бла, с Новым годом, пошел нафиг. Вот, я приехал, все, там побыл. Вот, это был Питер. Через Москву, там тоже были две сестры, тоже из тусовки знакомые. Вот, у них я потом месяц. Мы на Арбате стритовали с младшей сестрой. Я орал песни на гитаре, а она бегала с кепкой. Как это называется? Босиком, короче. Вот и все, это называется стрит, да? То есть вот я пою эти песни, а она с этой кепкой на этом Арбате. Вот и все. Потом я уехал. Вот. Это Короче, было... ты играл, она собирала. Да, это было первый раз, когда я же выписывал ноты, да, гитарный институт на дому, мой учитель по гитаре, у которого я занимался, у него были ноты, называется ГИТ, гитарный институт на дому, вот и все, господи, оттуда приходили ноты, ДК, вот этот салют, бла-бла-бла. У меня, естественно, возник вопрос, где этот ДК, откуда эти ноты? Я приехал, нашел этот ДК, с этим пацаном, значит, я, короче, весь кожаный, короче, рокер, а этот такой в костюмчике, типа, знаешь, я как рок-звезда, а он как, типа, мой продюсер. Ну, вот со стороны, если смотреть. На самом деле, это был пацан, как его, я уже не помню, как его звали. Мы пришли, заходим в этот клуб, типа, там, вот, все. И мне этот преподаватель этого института говорит такой, зачем тебе играть на улице? Ты же вроде как серьезный, как бы, музыкант, все. Ну вот не хотелось. Он говорит, ты типа хочешь играть на улице, и чтобы люди падали в обморок, типа, от твоей крутизны, от твоего мастерства. Вот этот был прикол. Потом еще вот этот гитарист Мейлиан, по чьей видеошколе мы занимались. Эта видеошкола ходила, не было же ни интернета, ничего, были видеомагнитофоны, и эту мы кассету переписывали. Я, естественно, давай искать, где же этот Мейлиан, кто это такой вообще? Оказалось, что это Юра Мейлиан, вот с таким носом, армян, белорусского происхождения, короче. Я, естественно, нашел этого Мейлиана. Ну как я его нашел? Я сначала нашел этот институт гитарный, вот, клуб «Красный химик», так называемый. Там вот эти преподаватели, он такой говорит, пойдем, я тебя познакомлю еще. Мы заходим в другую. Там сидит еще этот мужик, говорит, я в свое время тоже приехал из Казани. Рестораны, бла-бла-бла, мне вот это все это надо было. Если ты хочешь, я говорю, конечно, я все хочу. Он говорит, вот сейчас будет фестиваль, называется «Многоликая гитара». Хочешь сыграть, значит, иди там, Малая Ордынка, бла-бла-бла, подаешь заявку, все. Я пошел, подал заявку, выступил на этом фестивале в рок-номинации. Там было 3 вот этих. Первый день мы играли. Второй день уже, когда мы играли, я смотрю, моя фамилия уже самая первая, короче. Я получил диплом в рок-номинации на этом фестивале «Многоликая гитара». И я через ученика этого Мейлиана нашел, где же он находится. Я к нему пришел, говорю, я вот играл на фестивале, там, «Многоликая гитара». Говорю, что ты там играл? Я говорю, я играл. Yeah. Very good. Yeah. YouTube India Magic TV. India Magic TV. Ya Amerikan TV diyorum. Understand? This is man. Abone olalım mı? Follow me. Link. Like. Şu anda şeydeyiz, videodayız. India Hello Magic Turkish. TV. Turkish İstanbul değil, Turkish Antalya. Antalya amazing. Antalya amazing. Very good. Antalya beautiful. Hayır. Antalya is my lovely woman. Yeah. I love Antalya Allah'a emanet abim benim. with my heart. Dayı görüşürüz dayı. Thank you very much. Selamlar abi. На чем я остановился? Да. На Мейляне. Да, он говорит, вот, я, говорю, играл «Полет шмеля», потом «Стивовая» с Атриани. Он говорит, а что играл? Ну, там, короче, мы с ним общались, с этим чуваком. Сейчас он тоже есть, ему уже до хрена как бы лет, там все, крутой гитарист, там бла-бла-бла. Он говорит, в свое время я уехал в Европу и 3 года мотался по всяким студиям, там вот это все. И нахватался, видимо, всяких фишек в этой Европе.
И потом приехал уже в Москву и выпустил вот эту видеошколу. Без штанов, у него есть в интернете, где он рассказывает, что он на последние деньги записал эту школу, выпустил. И там реально он плакал слезами, когда эти школы начали продаваться, их стали покупать. Это же было вообще капец. То есть, по сути дела, этот Мелиан, конечно же, я сейчас уже с другой колокольни смотрю на это, да, типа, и вспоминаю себя, который тогда, это же было вот это все, да? Это же был фанатизм, ё-моё, гитарный. И если бы мне сказали, типа, расслабься, чувак, зачем тебе это надо? Я бы вот так бы перелетел в прошлое, да? Я бы себе бы самому сделал бы вот так. Да пошел ты вон, что ты мне там лечишь вообще? Вот и все, так и вся жизнь прошла в этом фанатизме гитарном. И после этого ты уже остался как бы в Москве? Не, это был первый или второй раз. А потом уже в Москву мы поехали, вот эти, опять же, музыкальные магазины, как вот здесь мы заходили, так же и там, естественно. Я давай музыкальные магазины, Мусторг, самый большой магазин. Мы зашли в Мусторг, журнал «Музыкант» называется. Я взял этот журнал. На последней странице телефоны всех музыкальных магазинов. Я давай их обзванивать, каждый магазин. Позвонил в магазин «Аккорд», это самый старый магазин Москвы, на Масловке находится. Я позвонил, они такие, да, нам нужен работник торгового зала. Ну, у нас такие-то требования, там зарплата такая-то, форма одежды, белый верх, что-то там, черный низ. Я, короче, с ней по телефону разговариваю с этой теткой, и у меня ощущение, как будто вокруг меня, знаешь, такие щупальцы, знаешь. Ну, типа, думаю, да ну его нафиг. Я говорю, спасибо, я вас понял, я вам перезвоню. Смотрю дальше, Ла Гитара магазин. Звоню в Ла Гитару, я говорю, я вот работал в магазине Музикон в Владивостоке. Они такие, о, мы как раз про Музикон разговаривали, приезжай. И я приехал на улицу Сходнинская, это был 2008 год, и все. Я устроился в эту Ла Гитару, работал в магазине на метро Аэропорт, был магазин, потом был магазин на ВДНХ несколько лет, потом был магазин на Китай-городе, в центре Москвы, 2 минуты, блин, от Кремля вообще. Ни хрена вообще, там одну Альгамбру купили за 1,5 месяца. Потом в Павшино, в Красногорске. Это все одна фирма, только разные магазины. Потом еще, ну, на Сходнинской, естественно. И вот последние вот эти, это в Нарафаминске открылся магазин. Сейчас он еще хочет магазин открыть. Это, знаешь, похоже, как вот рыбак ловит рыбу. Тут закинул удочку, не клюет. Тут закинул удочку, не клюет. И вот он закидывает удочку. Мы были в Шри-Ланке, я уже потом говорю, может быть в Шри-Ланке откроем филиал Ла Гитары. Или может быть в Анталии вообще. И будем, да, торговать будем этими гитарами, ё-моё.